Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы начинаем наши онлайн-курсы дизайнера одежды. Подписывайтесь на мой канал, и я расскажу вам самое полезное и самое главное для достижения профессии дизайнера одежды. На первом уроке мы начали изучать колористику. Колористика – это наука о цвете. Колористика переводится с латинского как color – цвет. Это наука о цвете, о смешивании цветов, о гармонии цвета, о психологии цвета, о языках цвета. Цвет – это чувство, возникающее в органе зрения и головном мозге человека. Находя совершенство в деталях, я создаю гармонию окружающего пространства. Дизайн – это художественное конструирование, которое подчиняется четким законам. А я даже не знала, насколько это интересная наука о цвете, о цветах, тонах и так далее. Многих тонкостей я вообще не знала. Например, я не знала свойств цвета. Они делятся на несколько категорий. Одна из них, категория, называется цветовой тон или оттенок. Это характеристика цвета в цветовом круге. Цветовой спектр – это белый свет, разложенный на несколько световых волн. В свое время Ньютон проводил опыт. Через узкую щель проходил луч солнца. Через призму он преломлялся и разделялся ровно на 7 цветов, которые мы видим в радуге. Это чистые спектральные цвета. В природе встречаются, кстати, они достаточно редко. Второе свойство цвета – это насыщенность. Она зависит от наличия в цвете серого пигмента. Если в цвете мало, либо совсем нет серого пигмента, этот цвет будет называться насыщенным. Если есть серый пигмент, то ненасыщенный. Это припыленные розы, пыльные цвета, то есть немного нечистые. Яркие цвета, в свою очередь, делятся на светлые, где есть белый пигмент, и темные, где есть черный пигмент. Далее продолжаем изучать колористику и классификацию цветов. Цвета различаются также по температуре. Есть теплые цвета, есть холодные. Конечно же, об этом многие слышали. К теплым цветам относятся желтый, красный и оранжевый. К холодным – синий, зеленый и фиолетовый. Также, что интересно, по предпочтительным цветам можно определить характер человека. Например, теплые цвета всегда выбирают натуры позитивные, жизнерадостные. Теплые цвета – это всегда чистый поток радости. Это коммуникативные очень люди, они дружелюбные, они корпоративные, отлично работают в команде. Они открытые, как правило, у них нет тайны, а также нет глубины. Теплые цвета часто используются в масс-маркете, так как это относительно недорогой сегмент, но не всегда. Также отлично помогают теплые цвета выйти из состояния депрессии. Например, просто в интерьере можно положить в чашу апельсины, и они будут привлекать к себе внимание и дарить уют и тепло. Deep in the unspoken, subconscious, calling on a hoping, hidden underneath all the moping, sobbing, screaming out of ignorance, our assumption this is really bliss. I see the fall of Babylon in my mind's eye, I make it all gone, deeply cresting, sunken to my knees, the signals come from the Pleiades, drunken snow and hidden trees. I will not sing your songs for free, unsung, unwon, one drum, where we all come from, undone. Won't someone tell we are all the angels that gon' come if we do these things. When the tree is green, oh please, what will happen when it dies? I create and know somewhere deep in the unseen is the key that will open up all eyes. Холодным цветам сопутствует строгость, нацеленность, логичность, элегантность. Это, как правило, люди рациональные, холодная голова. Они больше, наверное, занимают высокие должности, например, директора, управленцы какие-то. Также есть в этом цвете всегда какая-то тайна, глубина, но скрытые от общества. Это люди, как правило, имеют свое личное мнение, и это мнение не всегда совпадает с общественным. И вообще общественное мнение на них не очень сильно влияет.
так как у них очень большая сила внутреннего убеждения. И еще также холодные цвета – это цвета драгоценных камней. Зеленый, синий, сапфиры, изумруды. Также это холодность характера еще охарактеризовывает. Можно компоновать холодные и теплые оттенки. Например, верх будет теплым, низ будет холодным, и это будет считаться нейтральная температура. Но также есть правило здесь. Большое, оно будет влиять на маленькое. Например, если большая какая-то часть одежды будет у вас теплая, но при этом холодный аксессуар, все же этот будет образ считаться теплым. Должен говорить о классификации цветов. Цвета различаются по наличию серого пигмента. Там, где нет серого пигмента, это цвета будут яркие, как правило, жизнерадостные натуры, сильные, динамичные. А также цвета делятся на тусклые. Это более приглушенные цвета. Но с такими цветами достаточно тяжело работать. Но если их правильно сгармонировать, то получаются потрясающие образы. Это те цвета, в которых есть какая-то глубокая тайна. Следующая классификация цветов – это по наличию белого и черного пигмента в цвете. Цвета с белым пигментом – это очень легкие, это постельные тона, это очень легкие, юные, наивные, даже инфантильные натуры. С наличием черного пигмента – это темные цвета. Это как ими можно передать страсть, силу внутреннего убеждения. Хроматические цвета – это все цвета, кроме черного, белого и серого. А хроматические цвета, соответственно, это черный, белый и серый. А хроматические цвета отлично структурируют, придают логичность, совмещают любые стили. Вот эти цвета можно добавлять вообще абсолютно в любые коллекции. Они всегда будут образ делать более единым, соединять все детали. Например, для художника черный и белый цвет является самым сильным инструментом для выражения света и тени, для выражения сильных контрастов в картинах. Например, между черным и белым цветом это полные противоположности, но между ними находится бесконечный ряд серых цветов в разных оттенках и также всех хроматических цветов. Серый цвет является безжизненным, бесплодным, лишенным вообще любого характера, но мгновенно меняется при наличии других контрастных цветов рядом и приобретает их характер, то есть приобретает характер дополнительных к нему цветов и может стать в ряд любого хроматического цвета, если придать ему определенный оттенок.